Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. Итак, мы в Самаре, она же Куйбышев. Там прямо написано Куйбышевская железная дорога, станция вокзалов. Здесь вот такое вот красивое. Внутри не такое красивое, а здесь красивое. В центре города, что очень удобно. Рядом магазин. Мы в славном городе Самара, на набережной. Как говорит моя супруга, почувствуйте разницу. Живем мы вот тут, в современном доме, и очень этим довольны. Все рядом. Зеленая набережная Самарская протяженностью более 4 километров, разделенная на 4 части. Все рядом. Мы вот только в нее вошли. Ничего пока не знаем, особенно ничего не читали, посмотрели несколько видосиков. Но уже по сравнению с Уфой плюс огромнейший. Здесь все широко и есть спуск к морю. Это не бетонка. По сравнению со всеми другими городами, которые мы успели посмотреть, видно, люди купаются. Это набережная, реальная, песочная, чистая вода в реке. Есть вся инфраструктура. Скамейки, питьевая вода, помыться. Сама вода в Волге, конечно, холодная, градусов 18. Эта часть набережной состоит из двух. Красиво оформленная посередине зелень со спусками к пляжам, с туалетами. Есть освещение, выложена мостовая камушками. Сюда выходят и высотные здания, и старая застройка. Ехали когда от вокзала к нашему местоположению, кстати, очень удобно, прямо на автобусе к улице Льва Толстого. Очень нас впечатлило, что тоже есть, конечно, старые деревянные здания, которые действительно, в таком плачевном состоянии. Но общее состояние, общий вид, прям вот чувствуется классика, чувствуется стиль города. По крайней мере, там, где мы ехали. Вот этот участок набережной нам тоже очень нравится. Завтра у нас еще будет экскурсия автобусная. Мы хотим сначала представить все эти места в целом, потому что объем большой. У нас в Самаре запланировано аж 3 дня, 3 ночи точнее. Сегодня, завтра, послезавтра и еще утро субботы. Но надеемся, что это оправдает наши ожидания. Мы специально оставили Самару напоследок. Долго думали, с чего начинать, с Казани или с Самары. Но по объективным причинам, и я про это говорю в других своих видео, начали мы с Казани, а заканчиваем Самарой. Вот такой пляж, есть спасатели, есть буйки, переодевалки, видны туалеты, пока все просто шикарно. Мы у фонтана на набережной. Очень красивый фонтанчик, большой. Красивые трубы, хорошо покрашенные, просто великолепно. Здесь заканчивается эта часть пляжа, спуск вниз. Вот там вот картина «Бураки на Волге», так сказать, в скульптурном виде. Не, вот будет экскурсия, народ стоит, мы туда походить не будем. Там дальше у нас речной вокзал. Пойдем туда. Здесь закончились дома современные, которые были с той стороны, и здесь старые постройки, очень симпотно. А набережная, вот она, продолжается пешеходной дорожкой поверху, а снизу там спортивный уголок, баскетбол, бег, силовые. Круто. Самарская набережная остается впереди. Мы ходим на улицу Ленинградскую. Она не вся пешеходная, только небольшой участок. Но она вся симпатяшная. Здесь исторические здания. Здесь новые здания, вписанные в исторический колорит. Все на подъем, так как мы внизу набережной. Вот такие тут гербы. Улица Водников сходит в сторону. Самарская историческая мечеть. К мечети подойдем? 250 метров.
Ну, давай. Перейдем. Надо было уже показать, а ты тоже не Какие решеточки прямо в доме. Тихая, спокойная улочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Тот вариант, когда интересно заходить во дворики, в улочки, которые не в туристических местах. Ну, тетенька своим ключом открыла гараж, она живет в таком крутом доме. Сейчас зайду через гараж. Это так, замечание походу. Корзиночка с цветами. Нес кто-то и не донес. Очень интересная улица устроена. Ну, как бы на насыпи получается. Чуть ли не этажом выше. Вот, на уровне второго этажа вот этого дома. Зелено. Очень зелено. Дворик такой. Ну, здесь что-то недостроили. Бывает. Что-то не повелись на указатель мечеть историческая. Мечети как-то не видать. 250 метров. Окей. Жилой дом со странными жилыми помещениями. Плотника 99 год. Октябрь 24-го сдача. Ну, может быть. Вот там стоит голубенький автобус, на котором мы завтра поедем. Экскурсионный автобус. Симпатичные дворики. Тоже получаются все ниже уровнем. Непростые дома. Здесь-то получается, что это дом первой линии, он как бы стоит практически на набережной. Перед ним ничего нет, кроме пешеходной части улицы. И если у тебя квартира выходит окна и туда, и сюда, то это тихо, спокойно, плюс вид. А вот с той стороны жилой дом. Просто жилой дом. Современный жилой дом. Какое-то историческое здание. Судя по всему, полиция. МВД России в историческом здании. Ну, вот все, как я люблю. Деревянные домики. Прям целая улица деревянных домиков. Что-то прям получается напротив речного вокзала у нас вот такая улочка. Даже интересно. Ну, пойдем еще немножко снимем ее.
Смотри, какой покосившийся дом. Вот таких домов здесь несколько. Судя по всему, дома эти жилые. Здесь живут люди. Домики в центре города с приусадебным участком. Здесь прям симпотно. Смотри, насколько дом ушел в землю. Явно же эти окна делались не подвальными. Ну, дом ушел в землю, ну, физически, да. Вот еще один заброшенный. Кирпичный. Там вот, ну, просто деревенский дом. Наверное, ничего примечательного, уже обрушенный. А вот там образчик. 19 век. Может быть, начало 20-го. Что это за улица такая, что прям смотри, прям. И на этой стороне тоже вот с резными ставнями. Каким-то, боюсь назвать, квадрат, круг над входной дверью. Рядом дом жилой, люди живут. В глубине там еще такой старенький. И с этой стороны вот тоже несколько построек. Таких же страшненьких. Ну вот завтра поедем на экскурсию. Может быть, там будут рассказывать об этом, вот насколько он... Я не верю во всякие версии по поводу всемирных там потопов и альтернативной истории. Это просто временной пласт, который покрывает строение со временем. Да, современный, вот очень интересный дом, я помню, такие мансарды, что ли, галереи. А здесь вот люди живут. Тоже окошки открыты. Нижний этаж у них отделан. Заложен. Вот можно видеть, какая глубина. И здесь их не один, не два, это целый квартал или десятки. Что-то я не увидел ничего. Где мы ее прошли? Как-то очень странно. Но сейчас по карте посмотрим. Ладно, уже дойдем, раз мы идем здесь. По следующей улице повернем обратно. Вот очень интересно. Очень интересное здание, да. Каменная стена, возможно, от соседнего дома, который здесь был. На него нанизан деревянный дом. Дверь, скорее всего, со двора. Кондиционеры. Окна с жалюзями. Кондиционер. Еще одна такая дверь, неиспользуемая. И, скорее всего, вход со двора. Ох, какой на втором этаже. Боже мой. Как люди живут и не понимают. Ну, ты привыкаешь к такому. Ты живешь в такой красоте, ты уже не понимаешь этой красоты, потому что она для тебя повседневность. Ну да, живут в доме, наоборот. Наверное, жалуются, что там с трубами плохо, с водой. Ну, если бы я сделал ремонт, провел бы, могли бы сказать. Ну, вот это вот, ну, тоже что-то было пристроено, построено, вот эти полукруглые арки над окнами, деревянные. Здесь видеонаблюдение, деревянные вот опора, пластиковые окна. Интересно, как они сказали, ай-яй, дом явно охраняется государством, и перестройки, застройки здесь как бы не очень одобрямся. Вот двухэтажное здание. Немножко косметического ремонта. Заменена уже дверь. Но остались эти лепнины. Да-да-да, он Солодников. Какая улица? В конце. Ага. А между ними просто номера родных. И вот в ту сторону сейчас поднимемся. Современные дома, постройки
Вот это вот прям страшно, такая колдобасина советского или постсоветского времени. Смотри, кирпичный. Аренда, жилое здание тоже. Как я читал сегодня в одном из отзывов по поводу экскурсии по городу, по Самаре, со внешним благополучием скрывается там что-то такое. Ну вот видно вот чердачное окошко. Это ремонтированный дом, новые ставеньки. Наверное, здесь какая-то контора теперь проживает. С другой стороны вот это вот. И тут же вот классицизм. Прям красота, лепота, умиление. Ну, да. Вот там еще один наверху, тоже заброшенный. Мы сейчас на улице Венцека. Здесь тоже куча таких зданий. А вот она, собственно, мечеть. Набережная вниз. На улице Льва Толстого. Нет, Алексея Толстого. Вы извините. Алексея Толстого. На самом деле есть 3 писателя с именем Алексей Толстой, но так как в советское время у нас известен Алексей Толстов, тот, который гиперболоид инженера Гарина, и то, что мне второе, это, господи, не помню, ну, гиперболоид в основном. Поэтому Алексей Толстой, это всем сразу понятно, о чем речь. Вот мечеть. Написано старинная мечеть. Минарет. Красиво. Ухоженно, чисто. Прям. Ну вот странно, мы были сейчас в совершенно мусульманских городах, где мечетей было много. И там они были как-то, ну что ли, отделены, выделены от народа. Вот там тоже дом так разваливающийся. Здесь вот она так хорошо вписана сюда, что если бы не минарет, тот же самый стиль, те же самые полукруглые оконца, вязь арабская, вот это, цвета. И, кстати, зеленый цвет станет голубоватый больше. В Самаре тоже достаточно большая мусульманская община и была, и есть на всех волжских городах, так как Волга была тем путем, куда сюда попадали люди с разных стран, разных вероисповеданий. Все-таки Самара — волжский город. И, кстати, где-то здесь еще есть, говорят, красивое здание синагоги. Посмотрим, если оно недалеко, снимем ее. Ну и вот жилой дом. Это просто оксюморон. Вот кондей, современное здание. И оставили во дворе. Утром выглядываешь, видишь развалившуюся крышу вот этого. Исторический памятник, да. Безусловно, живут. Ставеньки железные. Вот поменяли окна в историческом памятнике. Ну ничего, жить-то надо. И тут вот опять непонятно, или это построили совершенно новый, воткнули сюда рядом, или это сверху сделали такой псевдо-ремонт, оставив сам дом. А рядом вообще вот прямо деревянное строение. Прям просто деревянный одноэтажный домик. Посмотрите на это великолепие. Дом 98. Прямо все. Тоже жилой дом во дворе жилого комплекса. То есть, еще раз, люди живут вот так. Да. Да, в Минске вот такие тоже встречаются вещи, немножко странноватые. Но это для нас, приехавших из Питера, и вот, честно говоря, первый раз так путешествующим по глубинкам России, это все удивительно, наверное. Ну, глубинка, я имею в виду, что это не большой город,
Когда мы смотрели в Питере, сохранился один деревянный дом с прошлым. Нет у нас в Питере деревянного, особенно в центре. Хотя вы же понимаете, что Петербург тоже был деревянным. Он не строился сразу каменным. Вот каменный, здесь оштукатуренный ремонт сделан, штукатуренный ремонт на первом этаже, замена окна, а второй, третий этаж не переделали. И снова соседство современных домов. У меня, наверное, все мои впечатления от этой поездки по городам будет вот соотношение старины и современности, как это выглядит, насколько это по-разному воспринимается, как сохраняется в каждом из городов. Опять новый первый этаж и старенький второй. Книги в окнах. Деревянная пристройка к домику. Это дом, ничего даже. Здесь сделан ремонт, окрашен дом. Вензеля какие-то, орнаменты, рисуночки. Ой, тут еще, боже, еще от старых господи, держателей проводов, как же называется-то? Керамические держатели для проводов. Видишь, как провода подходили, как в деревнях у нас сейчас остались. Вот пристройка деревянная к дому. Божечки. Ну, это жесть. Это жесть жестяная. Люди, извините, что заглядываю к вам в окошки, я не специально, я мимо проходил. И мы выходим на крупную улицу Ленинградская, которая дальше будет пешеходный центр города. Внимательно, набережная, пешеходная Ленинградская улица и деревянные домики. Ленинградская улица, тут небольшой ремонт. Вот, кстати, тоже люблю вот такие окошки в прошлое в виде выкопанных ям, когда видно, сколько слоев. Ну, тут сантиметров 30-40 улица. И мы переходим на другую сторону, чтобы показать еще одну достопримечательность самарскую. Про нее тоже рассказывали много, но всегда, конечно, хочется увидеть собственными глазами. Просто старые почтовые ящики. Вот такая вот инсталляция на стене жилого дома. Вот там вот знак почета сверху. Это у нас самарский почтамп с большим глобусом наверху. И вот там у нас начинается пешеходная часть. Вот это такой выразительный прием, часто используемый в городах со старыми зданиями. Сторона фасада, обращенная к проезжей части, обработана и выкрашена, и не обработанные камни внутренности этих домов по бокам. Тут уже подсветка, сейчас 10 час. Улица со старыми и очень красивыми зданиями, просто красота. Но пойдем посмотрим на схему, конечно. Народу относительно немного. В ту сторону отсюда видно Волгу. Понимаешь, так вот это, когда говорят спуск к реке. Итак, Самара основана в мае 1586 года по указу царя Федора Иоанновича. Многие верят, что центра так такового в Самаре нет. Город состоит из многих частей разных слобод бывших. Мы вот тут. А вот это все различные достопримечательности, которые рекомендуется смотреть. Снизу река Самара, слева река Волга. До Самарской набережной 500 метров. Из ближайшего Струковский сад и лютеранский храм, сквер Высоцкого и площадь Революции. Задача ясны. Итак, мы на пешеходной улице. Это наш последний город в этом путешествии и есть чем сравнить.
Жена сразу заметила, что тут нет огонечков на улице, всяких гирлянд и нет крыльев перекрытий над улицей. Создается впечатление, что на общем фоне в тренде просто взяли и из улицы, которая самая симпатичная в центре, сделали пешеходную. Старенькие домишки, антураж, всякое такое. Поставили скамеечки, клевые скамеечки, кстати. И даже фонтанчик. Сегодня выходной, но народу не очень много, и это странно. Клумбы посередине. Глядишь, деревья подрастут и будут симпатичнее. Ресторанный дворик, в прямом смысле дворик. Очень уютно. Внутри дома более современные впереди. А с тротуаром не заморачивались. Никаких вам набивных дорожек, выкладных камушков. На балконах ресторана люди тусуются. А вот там балкончики, на которые лучше не выходить. В некоторых городах эта тема существует, когда пешеходная улица проходит через дороги, через улицы, где ездят машины. О, вот там какая-то церковь интересная, смотрите. И местные тут ходят, по-простому, по-местному. И стоим, понимаешь, на пешеходной улице, ждем сигнал светофора. Но не будем времени терять, что тут у нас... Ага, площадь Куйбышева, Ленинградская на улице с ночной подсветкой, Жигулевский пивзавод, площадь Славы, набережная. Столько задач у нас стоит. Ладно, двинули. Широкий пешеходный переход. Это они, конечно, молодцы. В отличие от набережной, тротуар и здесь не выложен камушками, лежат большие плиты. И вот я смотрю, что народ спокойно так реагирует на эти развалины в центре. Вот тот дом, с которым мы пересекались только что, тоже был такой старенький, деревянный. Вот. Здесь еще перестройка чего-то старого, возможно. Ну или просто строили взамен утраченного новые современные дома. Ну как современные? Более новые. Освещение фонарей еще не включились. Здесь, в Самаре, как и в некоторых других городах, которые мы уже посетили, здесь организации и магазины в центре закрываются рано или вообще не работают в выходные. И это немножко портит, на мой взгляд, все дело. Но вот банк, он, конечно, закрыт. А детская одежда тоже закрыта. У кого-то белье тут висит на балконе. Даже не на балконе, внутри. На фасадах блоки кондиционеров, фонтаны. Блин, ну правильно, это они тут живут, а мы тут понаехали. Здесь тоже, как и в первой части, есть и фонтаны, и клумбы, и деревья посажены. Почти все прижились. Впереди здание университета, причем с двух сторон всяко разно. А вот здесь вот, вероятно, вот с правой стороны за заборчиком тоже когда-то будет новое здание. Потому что старое снесли, и осталась от него только лесенка, лестничный пролет. Это все.
Машинки тут. О, надеюсь, здесь нет проезда. Как-то там очень дядечка едет уверенно. А здесь у нас не фонтан, это люк. Все нормально, не переживайте, граждане. Это канализация, все хорошо. Аккредитационно-стимуляционный мультипрофильный центр. О, кто расскажет мне, что это такое? О, как высвечивает маковки и крыши солнышко садящееся. Лепота, красота. Вот это молодцы. В таких небольших городах, где многие люди друг друга знают, приятно осознавать, что есть почетный гражданин города. В Санкт-Петербурге, кстати, тоже такое есть. Я что-то краем уха слышу, что выбирали там кого-то, но не знаю. А это у нас ресторан по культовому фильму «Кавказская пленница» и менюшечку для вашего ознакомления, пожалуйста. А вот это безобразие даже комментировать не хочется. Ну, все, стрёмненько совсем. И вот эти красивые здания. Ох, поздно уже, пожалуй, на сегодня хватит покушать и баиньки. Увидимся завтра. Новый день в Самаре начался у нас с автобусной экскурсии. И не абы какой, а на автобусе-кабриолете с открытым верхом. Я не буду рассказывать обо всех достопримечательностях подробно, а много раз про это уже говорил, почему и как. Я просто следую нашим фото с маршрута. Но экскурсию эту рекомендую, для туристов это самое то. Мы, вдохновленные увиденным, обошли большую часть объектов пешком после. Итак, отправной точкой у нас была остановка у Волга-танкера. Я показываю это место в вчерашнем обзоре. Проезжаем по Волжскому проспекту вдоль набережной города. А вы знали, что настоящее жигулевское пиво придумал австриец Альфред фон Вакано, и первое пиво жигулевское называлось венским. А сегодня есть сорта, которые так и называются в честь Вакано, и это, собственно, жигулевское пиво. Вы видите, здесь у нас пивоваренный завод, мимо которого мы проезжаем. При нем есть ресторан. При нем, разумеется, можно купить свежее пиво, как жигулевское, так и Вакано. А вот этот котик, это, собственно, не просто котик, а это котик, который рекламирует, который рассказывает о 150-летии изобретения теплового радиатора. А это бар «Руки вверх» и площадь Славы. Начало второй очереди набережной. Слева спортивный комплекс ЦСКА «Самара». Очень впечатляющий спуск. Также упомяну о нем чуть позднее. Скульптурная композиция «Ладья», олицетворяющая историю края. Собор Софии Премудрости Божией, построенный в 2019 году, новенький, свеженький. Монумент ракеты-носитель «Союз». Ракета – часть музея «Самара космическая». Ракета, кстати, настоящая. Дом Кукуруза, Рашпиль, Терка – на ваш выбор. Стиль необрутализм. Когда-то это самый высокий жилой дом в Куйбышеве. Площадь героев 21-й армии, которая создавалась здесь, при Волжье. Космический цветок. Таких по городу 6 штук. К 60-летию первого полета человека в космос. Памятник Высоцкому у Дворца спорта. Автор – известнейший художник и скульптор Михаил Шемякин. Самарский цирк. Монумент славы на площади Славы. Открыт в 1971 году к очередной годовщине Октябрьской революции. Посвящен вкладу рабочих куйбышевских авиазаводов в победу. В народе получил прозвище «Паниковский с гусем» из романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова.
Самарская площадь. Резиденция Самарского архиерея. Здание является официальной резиденцией митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Иверский Самарский монастырь. Самарский академический театр имени Горького. Памятник Василию Чапаеву. Самарский государственный институт культуры. Во дворе вход в бункер Сталина, в который мы, кстати, не ходили. Дом дворянина Поплавского и дом Муха в честь Альфонса Мухи, чешского художника, работавшего в стиле ар-нуво. Видно в доме, правда же? Здание Самарского академического театра оперы и балета на площади Куйбышева, которая считается самой большой площадью в Европе. Строилось изначально как дворец культуры имени Куйбышева. В моем отчете будет далее немножко про эту площадь подробнее. Римско-католический костел Пресвятого Сердца Иисуса. А это музей модерна, особняк Курлиной. Здесь жила семья Курлиных. И из него будет большой фотоотчет. Музей Эльдара Рязанова. Гостиница «Жигули Бристоль». Волжско-Камский коммерческий банк. Ныне здесь Самарский областной художественный музей. Дом Покидышева. Ныне тут известное кафе «Белотурка». Площадь Революции с памятником вождю пролетариата великим Лениным. Мы в одном шаге от площади Революции с памятником Ленина. Вот там вот набережная остается. Практически как все города. Практически как все города Поволжья, да вообще, в принципе, все города, построенные возле речных путей. Город стелится вдоль водной глади, так сказать, а дальше уже расширялся вглубь. Помни, не забудь, в этом здании работал весь антифашистский комитет писательства Михайловса. И на иврите «Схор аль-Тишках». Помни, не забывай. Да, и что сделали с Михайловсом? Мы помним, мы не забываем. Очень красивая архитектура. Мы сейчас ехали на экскурсию, на обзорный. Снимать было не очень интересно на камеру, но делали фотографии. И я скажу, что был очень большой объем информации. Важно, не очень большой был объем информации, но по минимуму. Музыка играла хорошо. В любом случае, это просто вот ее надо брать, если ты здесь на несколько дней брать вот такую экскурсию в первый день, чтобы понимать, что тебе интересно. Потому что вот мы смотрели в интернете, конечно, но ты одно дело смотришь, читаешь отзывы какие-то, видите, веселее. Свое мнение. Да. А здесь ты своими глазами смотришь, вот это вот переоценено, вот это вот недооценено, вот это вот дебилы едут. Вот сам понимаешь. Поэтому мы проехали, посмотрели, решили для себя сюда пойдем, здесь делать нечего, вот это вообще ни о чем. Город на самом деле, не городок. Это миллионник, 8-е место среди 15 миллионников, 1 200 000 по переписи. Вот Владимир Ильич стоит. Город большой. В 6-м или 7-м классе Наталья Белова, да? Да. Она была миллионной. Да. И подарили там квартиру, там квартиру. А 4-й год 200. Ну да. Город ширится за счет многоэтажек, новостроек на другом берегу в конце. То есть мы, в принципе, все туристы, в принципе, приезжая в город, конечно же, не едут в новостройки, если у них там нет родственников, знакомых, или они не экстремалы какие-то, ищут себе интереса какого-то стороннего. Вот, соответственно, и мы идем по центру архитектурному, историческому. Очень большое количество скульптурных композиций были построены, возведены, не знаю, как созданы после 2010 года. Но мы уже прочитали в интернете, мы знаем, что Самара была достаточно, как бы так сказать, не обиднее для кого, неразвитым городом, и в нее вложились, и очень сильно вложились
в 2000-х. Особенно в 2018-м, когда здесь что у нас проходило? Не помню, короче, что-то здесь пошло. И вот скульптура, то одна, то другая, мы смотрим, там вот и на набережной очень много. 2013 год, 2015 год создания установки, 2018 год перестроен, ремонт сделан, там тоже в 2020 году. Вот на этой улице было запрещено строить деревянные дома, поэтому здесь, хотя вон деревянная стена, это пристройка, судя по всему. Хочется надеяться, нас не обманули. Поэтому здесь вот дома каменные, это прямо вот типичный, еще раз повторю, европейский такой город, российский все-таки, российский. В отличие от Питера, дома не очень большие, доходные. И, судя по всему, это в основном вот по доскам, это видно. Это дома каких-то зажиточных граждан, купцов. Развилась Самара за счет торговли. Конечно, в советское время она колоссально поднялась в годы Великой Отечественной войны, послевоенное время за счет космической отрасли, за счет притока сюда тех предприятий, которые были эвакуированы. Многие из них так и не уехали обратно, остались здесь. Я не помню, то есть 180, там сколько-то осталось, я не помню, предприятий, которые сюда переехали. Это жилой дом одного человека с квартирами, торговыми помещениями. Вот это доходный дом. Просто типичный доходный дом, простейший, никаких олиповатостей. То есть, скорее всего, так и было. На первом этаже были какие-то магазины, а остальное сдавалось в найм. Может быть, сам купец проживал в отдельных каких-то более приличных комнатах этого же дома. И остальные дома такие же. Вот там тоже сдавался в найм. Просто еще раз повторю, мы привыкли в Питере и Москве, что это огромные дома, там 4-5-этажные такие, желтые, высокие. Такой Петербург Раскольникова. А вот здесь они небольшие. Библиотека. 1917 год. Что-то медицинское. Мы сейчас опять выходим к Ленинградской улице, которая пешеходная, но сегодня мы продолжим немножко дальше. В ту сторону мы хотим посмотреть еще несколько достопримечательностей, которые во время сейчас поездки увидели. Посмотреть поближе. Еще пройти пешочком. Ленинградская днем. Мы проходили здесь вчера, когда вечерело. И шли по этой стороне, потом дальше. Днем дома выглядят немножко по-другому, без подсветки. Еще раз не заглядываем внутрь, все, не смотрим вот на боковые фасады. Смотрим на фасады, смотрим на внешний вид. Очень много машин, хорошее такое сильное движение в будний день. Еще раз подчеркну, очень много домов, которые даже не оштукатурены, а просто покрашены поверх кирпича. То есть изначально кирпичный красно-белый фон. Это торговый центр большой ТЦ «Молот», 3 магазина. Красно-белый фон, и его красят или желтым, или зеленым. Я такое вижу впервые. Обычно так делали коммунальщики каких-нибудь хозяйственных помещений. А здесь это нормальное явление. Дворик живой. Вот знаменитая гостиница «Бристоль Жигули». Я всегда говорю, надо видеть своими глазами. Вот это, кстати, очень странная пристройка с правой стороны. Она в стиле этого же дома, но вот она прямо вот явно пристроена была. Или, я не знаю, может, технически какой-то лифт, вход отдельный. Дом симпатичный. С точки зрения архитектуры, да, какой-то барокко просвечивает, какой-то модерн. Но он как наверху, там такая мансардочка. Требует небольшого ремонта. Но как-то балконы обтянуты зеленой сеткой в гостинице. Это немножечко такое. Вот это нам вчера понравилось, мы снимали. Дворик с кафешечками для знающих людей. Кто знает, что там есть кафешечка.
Кто не знает, идет дальше Дом кино. Это вот такой лондонский шик. Вышел, сел, посидел с пивком снаружи. Объект культурного назначения. Евангелическая лютеранская церковь. Все перемешано, как во многих российских городах. Ярослав Гашек тут у нас жил. Советские какие-то реалии. Вот это прям фреска на доме. На старом историческом доме сбоку выложена мозаика о достижениях советского хозяйства. Блин, ну и как мы дальше пойдем? Вот симпатичный домик с решеточками, но вот прям эти решеточки придают ему такую непонятку. Ну что, приветствуйте по дороге? Особую пикантность с вот таким историческим зданием придает осознание того, что, во-первых, они не строились как исторические здания, это просто люди строили себе или на продажу, там, на сдачу дома. Ну, вот такой был стиль, так вот они относились к строительству, к архитектуре. С другой стороны, хочется понимать, что на сегодня тоже утилитарность сохранена, и что мы не законсервировали это, не превратили все в музеи. Где-то какие-то исследовательские институты, где-то колледжи, куча лавочек, магазин. Это, безусловно, здорово, за исключением того, что хочется, чтобы хозяева, арендаторы, собственники, кто бы то ни было, государство или частное лицо, чтобы они понимали, что они здесь только временные граждане, которые проживут свою жизнь, а здание будет стоять дальше, оно уже стоит тут 100, 150, 200 лет. И надо относиться к нему с трепетом, с уважением, с достоинством. И как бы понимать это, ремонтировать, поддерживать в хорошем состоянии, не трогать фасады. Это обилие досок, оно тоже вот характерно для малых городов России. Отношение такое с советских времен осталось, когда надо было подчеркнуть свою значимость и в собственных глазах, и в глазах центра. И поэтому на домах появлялись доски. Здесь выступал Ленин, здание архитектуры. Здесь останавливался Ярослав Гашек. Здесь 3 года провел Владимир Ильич в ссылке. Здесь была написана великая повесть. Ну, блин, и чего? Ну, написал он конкретно в этом здании. Ребята, это не повод доски вешать. Но это запомним, кому надо. Память о нами досками сохраняется. И понятно, что мы сейчас очень много молодежи даже и не знает, кто такой Гашек. Ну что ты, нормально. Самарская контора Госбанка, бывший сайт Сукурина, охраны государства. Улица 2 Толстого. Улица Куйбышева. Ну, кстати, по поводу запрета на деревянное строительство, вот Толстого спускается вниз. Ну, там деревянное здание прекрасно себе стоит. Никому не мешает. Продолжаем дальше идти по улице Куйбышева. Вот там на заднем плане какие маковки торчат. И вот прекрасно себе стоит деревянный особняк. С левой стороны у нас администрация, даже снимать не хочу, просто отремонтированное старое здание. Массивная советская постройка. Здесь просто здание.
Странно, что есть такая площадь пустая. То ли снесли что-то, то ли что-то было. Но не может быть, что на центральной улице пустовала такая площадь. Вот. Там такой тяжелый сталинский ампир из простейших. Но внутри я вижу высокие потолки для той поры. Это был прям дом промышленности. Вот прям дом на набережной, прям Рыбакова читай. Смотри, высокие, там межэтажные эти самые дом промышленности. И современный магазин «Пятерочка» сюда воткнулся. Какой-то непонятный станкозавод. Идет реконструкция этой пешеходной стороны. Люди почему-то воспринимают вот эти ямы как мусорки. Ну, наверное, потому что ни одной другой урны здесь нет. Еще камушек самарской администрации. Ловите, мне не жалко. Джонни Ву, паназиатский ресторан. Грузинский ресторан. О, какой там угловой домик симпатичный. А вот и Струковский сад. Мы сейчас в него зайдем, мы проходили снизу, когда шли по набережной. А сейчас мы в него зайдем. Один из первых крупных садов с фонтанчиком. По стилю он практически такой же, как и набережный, также благоустроен. Деревня встречался с передовой революционно-настроенной молодежью. Уху! Вот понимаете, вот честно, насрать, с кем тут Ленин встречался, ребят. Да, это же сад. Мальчик с девочкой под зонтиком. Свежекошенной травкой пахнет. Это ж Пешков, он же Горький. А это туалет в парке Самары. Прекрасный указатель. Прямо на Горького. Улица Хойкова. Уютно. Скамейки на солнышке, но уютно. Сад совсем не маленький. Ландшафтный получился. Спасибо вам, люди добрые, кто вы бы ни были, за общественный туалет в парке. Но если вы сами сюда ни разу не заходили, то, в общем, чтобы вы так жили, в каком состоянии вы туалет держите. Это жесть. Это просто кошмар. Вам должно быть просто стыдно. Мы дальше в парке, в саду Стухановском, по-моему, господи, не помню. Здесь общественные пространства такие, сцена, детские развлекаловки. Вот такая композиция. На сопках Манчжурии вальс. Вальс на сопках Манчжурии композитора Ильи Шатрова впервые был исполнен в 1907 году в Струковском саду военным оркестром. Вот. Пока на камеру пишу, пока мы не ушли отсюда далеко. Только что посетили уютный домик советских времен, а может до советских. Что я вам хочу сказать? Товарищи руководители города Самары. Как я уже говорил в своих предыдущих видео, общественные туалеты – это показатель того, как вы относитесь к своим гражданам и к гостям вашего города. Так вот, вы их ненавидите. Такого безобразия я не видел очень давно. Давайте начнем с туалетов на набережной, в которых нет бумаги, которую надо просить у каких-то служащих, у которых нет стульчиков, они все железные, вонючие. Ну ладно, бог с ним, там, по крайней мере, убирают.
А вот здесь вот мы посетили туалет. Это просто жесть. Это шатающиеся дверки, это отсутствие унитазов, а просто дырки. Это шатающиеся краны, из которых течет непонятно какая вода. Это ужасный запах, это комарье, мошкара. Это разрисованное все. Ну, слушайте, я понимаю, что у вас денег немного в бюджете, но найдите миллиончик-два, сделайте хорошее дело для себя. Или, по крайней мере, убирайте и ремонтируйте это достаточно часто. У меня все. Мы нашли себя. Это вот такая аллеечка на площади. И вот здесь вот качелька со скамеечкой. Кто-то сидит на скамеечке, кто-то качается на качельках, кто-то кушает мороженое. Не сочтите меня занудой, мы просто обычные люди, которым иногда хочется обычных человеческих потребностей. Покушать, поспать и, извините, конечно, сходить в туалет. Мы туристы, мы в городе, мы ищем те места, где можем удовлетворить все эти требования. Соответственно, если кто-то про это не расскажет, это не значит, что королевы у нас какают бабочками, вы же понимаете, да? Поэтому эта тема всплывает, и я про нее говорю и пишу. Мы очень радостно увидели туалеты на набережной Самарской. Внутри я не снимаю, все-таки не до такой степени. Но поверьте, это не то, как должен выглядеть настоящий общественный туалет. Причем в общественном месте, где проходимость несколько десятков, сотен тысяч человек. Вот этот туалет находится, вы можете видеть на карте, практически в самом сердце набережной. Вот то, что справа, вот этот домик, он никогда не открывался. Мы разговаривали с местными жителями, которые, как и мы, представляете, тоже ходят в туалет. Он говорит, нет, не открывался. И говорит, да, писали мы в администрацию, людям все это рассказывали, показывали. Нет никакой реакции. Нет. Поставили вот эти временные напротив биологические туалеты. Неубираемые или убираемые очень редко, без бумаги, без воды, разумеется. И вот так это выглядит. Ну, простите меня, конечно, не мог пройти мимо, если особенно очень хочется. Это вторая, третья, четвертая, фиг его знает какая часть набережной в Самаре. Нам она меньше понравилась. Здесь широкие дорожки, да, но практически нет тени. И скамеечки стоят очень неудобно. Ближе к дороге есть развлекаловые рестораны. Вот на площадях вот эти вот развлекаловки. Вот. Но что здесь хорошо? Здесь очень широкая песчаная коса. И вы видите, здесь вечером, судя по всему, будет какой-то пати. Волейбольных площадок аж 8 на этой стороне, 2, 3, в общем, дофигища, дофигища. Есть переодевалки, не так много, как хотелось бы, но есть, к сожалению, туалеты вот только био, и они страшные, страшные. В верхней части мы вот прошли вот оттуда, вот там здание ГРЭС, и стационарных туалетов нет, только био. Это, граждане, как мы уже говорили, просто жесть. Мы на улице Галактионовская. Это 5 минут от пешеходной улочки. Но это центр города, короче. Деревянный второй этаж. Правда, дом отреставрирован, отремонтирован. Жилой дом на городской усадьбе. Вторая половина 19-го. Вот здесь крайне интересно покрашено. Очень интересно, первый раз такое вижу. Дом разделили по пристройкам. Деревянная крыша, деревянный, вот вообще каменный фасад и деревянный бок. Вот там еще деревянная усадьба. На большей части домов есть доски об охране государством. Но даже без досок понятно, что вот эти дома явно даже не 20 века постройки.
эти деревянные. И здесь надо отдать должным, ну, по крайней мере, фасады выглядят хорошо, покрашены, ровненькие, поменены окна на новые пластиковые. Ну, уютненько. Вот этот домик симпатичный. Дальше вот тоже два дома друг к другу примостились. А здесь у нас вообще прям особняк. Особняк. Вот то, про что я рассказывал в предыдущих роликах, кстати, какая обалденная оградка. Вот каменный дом, кирпичный дом, просто покрашен серым сбоку, а фасад полностью облицован. Сделаны вот эти классические фигуры. Извините, как называется. Особняк Жугулев 1890. И на той стороне вот рядом с особняком жилой дом, возможно, того же года постройки. Тоже в приличном виде, содержится, люди живут в нем. Кондитерская фабрика. Интересно. Это явно, еще раз повторю, окна первого этажа. Ну, то есть представьте себе, насколько дом оказался сейчас засыпан естественным грунтом. Балкончик такой красивый. Там какая-то детское и юношеское творчество городского округа. Здесь забор. Симпатичные окошечки. Снова деревянный примыкает особняк. В нем какая-то доска. Сейчас посмотрим. Ну, это уже стилизация. Второй этаж. Жилой. Жил соратник Ленина, Елизаров. Ну, давайте заглянем в открытый дворик, не нарушая ничего пространства. Вот боковинка дома. Жилой дом. Вот там спуск в дом. Деревянные пристройки. То есть люди живут, делают под себя. И вот каменное строение. Мы на улице Льва Толстого. Очень симпатичный дом. Вот. Льва Толстого. Вот там вот деревянный домик тоже виден. Ну, в принципе, понятно. Вот то вот с куполами тоже все деревянное. Самару до сих пор называют купеческим городом. К концу XIX века предприимчивые люди, которые уже тогда назывались буржуазией, стали изменять городскую среду, ориентируясь на свое представление о прекрасном. Прагматизм купца причудливым образом сочетался с желанием казаться современным, стремлением к красоте и с наивной верой в то, что этой красотой можно отгородиться от неприятных сторон жизни и социального неравенства. Художники и архитекторы, которые оформляли это представление о красоте и не могли не учитывать интересы заказчиков, выбрали своим идеалом природу. Так появился стиль модерн, где главной идеей стала природная красота. Самый известный во всем мире, пожалуй, представитель модерна – это у нас город Барселона, где творил неповторимый до сих пор архитектор-скульптор Гауди, который является эталоном модерна, именно модерна в архитектуре и в строительстве домов. В России это
тоже было воплощено в жизнь, в частности, в городе Самара. Волнистые линии, растительный орнамент, асимметричные композиции. Вот по этим признакам мы относим старинные самарские здания к этому всемирно известному художественному явлению. Музей модерна. Будуар. Здесь фотографировать очень много, поэтому снимаю видео. Вот так выглядит будуар. Начало 20 века. В стиле модерн. Здесь вещи все подлинные. Все выдержано именно в модерне. То есть люди просто жили повседневной жизнью в таком окружении. Над дверью картина. Двери очень высокие, 3,5 метра, наверное. Еще они были удлинены сверху вот этим вот декором. Но узкие, при этом надо открывать чубы, через него не выходить даже с портфеля. А это внутрь дамы начала 20 века. Веер, перчатки, набор. После революции, после Первой мировой войны, после 1917 года новая власть с ее новыми представлениями о красоте отобрала дома у прежних владельцев и заселила их так называемыми людьми новой формации. И буржуазный, в кавычках, стиль модерн на несколько десятилетий погрузился в забвение. Усадьба Курлиных, музей модерна, это архитектурно-историческая среда, культурная модель эпохи конца XIX – начала XX веков, времени наивысшего расцвета купеческой Самары. По праву усадьбу называют жемчужиной самарской архитектуры. Музей же модерна открылся в 2012 году, и до сих пор он занимается изучением истории владельцев особняка, сбором информации и предметов той эпохи. Это выставка «Бремя модерна», которая является исследованием жизни обычных людей в домах, построенных в начале XX века в стиле модерн. А таких домов в городе не один. Модерновых особняков в центре города сохранилось достаточное количество, и в советские годы их заселили сразу несколько семей. До сих пор люди живут в окружении ушедшей красоты, маскаронов, цветочных орнаментов, линий модерна. Как им живется? Что они чувствуют? Об этом выставка. Мы на углу улиц Чапаевская и Красноармейская, у которых, конечно же, есть исторические названия. Вот это здание почтампа, построенное в советское время, как вот это вот административное здание вписалось рядом с этой красотой, непонятно. А мы сейчас говорят, самой большой площади городской в Европе. Площадь идет вот от этого угла, где я стою. Там не видно до следующего угла, не там, где дорожка кончается, а вот еще дальше. И вот туда, где здание там стоит. Ну, то есть сама по себе площадь, она по центру. На исторических фотографиях вроде как здесь еще ничего не сидит, и она вот как бы от дома до дома. Здесь в свое время стояла огромнейшая церковь, которую, как обычно бывает в таких случаях, товарищи большевики немножечко упразднили. И на месте церкви сделали многофункциональный культурно-просветительский объект, который дожил до наших дней. У него там и театры, и детские студии, и кружочки, и образовательные всякие штуки. Вот. И по краям этой площади получилось у нас несколько парков. Сейчас один из них превратился в парковку.
Площадь, разумеется, получила название на советский манер. Стала она Куйбышевской, Куйбышева. И прямо посередине площади, мы сейчас подойдем туда, потом посмотрим, стоит памятник Куйбышеву. Да не обидятся на меня мои подписчики и смотрящие это видео. У нас опять туалетная тематика. Мы в центре города, мы на площади Куйбышева. Стоит здесь такой же туалет. На набережной стоит 4 таких туалета, все закрыты. На этом написано «закрыты по техническим причинам». Но есть туалет, который вот под землей. Это догадаться надо, что он там есть. Ну так вот, мы на площади Куйбышева. Собственно, от площади Живой сейчас осталась вот эта площадь. Памятник Куйбышеву. Здание театра с многофункциональными помещениями. С точки зрения эстетической, площадь ничего из себя не представляет. То есть на ней нет фонтанов, на ней нет каких-то скульптур, кроме памятника. Дома вокруг тоже перемешанного стиля. Есть и сталинский ампир, есть старые здания, есть вообще вот современные советские строения, есть постсоветские дома. То есть вот тот вот второй кусочек парка. Вот с той стороны спортивная площадка. Вот там вот парковка. И вот этот парк с этой стороны образует комплекс, который полностью называется площадью. Это такая вот советская придумка, площадь для парадов, прохода техники. Здесь состоялся в 1941 году, в ноябре, знаменитый парад военной техники, в котором были приглашены дипломаты. Он был в основном политического характера, ну, то есть проводился для того, чтобы показать всему миру, что советские ресурсы неисчерпаемы. Самолеты по 3 раза пролетали, как будто бы их такое количество. Проходила демонстрация трудящихся, техника, боевые подразделения и резервные части. Ну и после этого, собственно, это был один из факторов, после которого вопрос с открытием Второго фронта стал решаться более конструктивно, скажем так. Да, самолеты летали, что им насчитали 700, а они летали 3 раза. На сегодня видно, что ничего на площади нет, просто заасфальтированная площадь. По мне, кому интересно мое мнение, вот, кстати, Волге. Ну, то есть получается, что чисто теоретически когда-то от этой площади можно было напрямую доезжать. Спуститься можно, потому что можно было увидеть Волгу прямой трассой, прямой дорогой. Грустное зрелище. Берег Волги, вторая часть набережной. Здесь старые сталинские дома, церковь. Памятник, здание правительства. Есть, смотрите, в интернете много историй про создание этого здания правительства, про вот вон те вот здания. Вот там вот стоит домик. В нем жили, ну, скажем так, это вот дети Арбата в Самаре, такого же типа дом. Вот отсюда видно ГРЭС, стадион ЦСКА с бассейном.
И вот такой вот спуск офигительный. Ветки плещутся в фонтанах. Идет гроза. С утра было плюс 32. Там вот видно вечный огонь. И очень далекая перспектива на Волгу. Где-то вот там, не могу сказать точно, находится остров, полуостров, куда люди ездят отдыхать, база отдыха. Вот там разветвляется, вот, наверное, это он. Небо черное, свинцовое. Продолжение Самарской набережной. Это, не знаю, какая третья, четвертая часть. Они просто по частям делались. И это, конечно, для меня лично нонсенс, что они между собой никак не соединены. То есть люди вот по дороге, мимо транспорта, вот сейчас вот конкретно по жаре, чокают, чтобы посмотреть Пёха, ну или там на автобусе, на пазике, по этой дороге сюда. Фреска знаменитая. Это народное название Политковский с гусем. На самом деле это, конечно, не Политковский, не гусь. Это олицетворение взмывания в небо советского труженика. Дошли мы сюда, прошли мимо пивзавода. Куча народу покупает настоящее жигулевское и не только жигулевское. Там вот такие интерактивные экраны. Фонтанчики шутихи, тоже детишки бегают, балуются. И здесь внизу фонтан. И мы сейчас сравним, ну, наверное, тот же самый вид этой очереди. Бассейн ЦСКА, контрольный комплекс. Аллейки, да. Самое что важное. Самарская набережная. Очередной ее кусочек. На каждом участке есть пляж песчаный, судоустрин с переодевалками. А этот участок еще и вот такой. Самарская ладья, уходящая в море. Оречки, оречки, оречки. Очень высокий подъем по жаре, такое себе. Здесь, в аэропорту Крумоч, закончилось наше двухнедельное путешествие. Сейчас мы летим домой, в город Санкт-Петербург. Выводы делайте сами. Всего доброго. До встречи на канале.